Ребят, всем здравствуйте! У меня в коллекции есть две вот таких маленьких орхидеи. Покупала я их, однако, в апреле или в марте прошлого года в размере 1,7. Это азиаты малыши. Конечно, я их купила лишь только благодаря тому, что они должны быть красивыми, сортовыми, но никак не могу их приручить. Изначально расскажу их историю. Они приехали ко мне достаточно такие слабые. И корневая система, ее практически не было. Что у этой орхидеи, что вот у этой. Но много раз я на своем канале, я даже, так скажем, ругалась с тем продавцом, который мне их продал. И купила я их недешево. И когда выразила свою претензию продавцу, продавец так нелепо там все это отвечал. В итоге я получила именно такой ответ, что вы хотели? Это же малыши, это же азиаты, и вот как они себя поведут, это, конечно, неизвестно. Но я-то именно акцент делала на то, что у них маленькая, вообще нет корневой системы. Она плохо развита, и за такие деньги покупать, это... Я не предполагала, что, конечно, будет такая ситуация, и много раз на своем канале вам их демонстрировала. Вот эту орхидейку я вам изначально показывала. У нее роста не было. Потом я ее установила в тепличку, одела сверху под пакет. Она нарастила себе корни. Потом смотрю, она корни начала закукливать. А в итоге вот они совсем испортились. И я стала думать, почему, по какой причине. Может быть, что вот этот грунт, он засоленный, и я его поменяла. Но все равно орхидея продолжает свои корни портить. И та же самая ситуация с этой орхидеей тоже. У нее корешочки нормально развивались. То развиваются, то затормозятся, испортятся. Развиваются, затормозятся. И вот, ребят, честно скажу, я не знаю, что уже с ними делать. У меня подозрение вообще встает именно такое, что они просто не хотят жить, и у них сил нет. Я их лечила фунгицидами, я их стимулировала. Не нужно мне в комментариях писать о том, что вы их залечили, вы их там застимулировали и все такое. Такие процедуры необходимо делать, когда орхидеи болеют. Но когда уже все предпринято к этим орхидеям, я на данный момент, конечно, не знаю, что делать. Сейчас попробую, конечно, вариант посадки им дать, предложить. Но если уже это не пойдет, вот честно, прям, ребят, опускаются руки. Хотя я говорю о том, что руки опускать нельзя. Но не знаю я, что с ними делать. Прям такие вредные. Сами по себе, конечно, когда вы покупаете вот таких малышей, такие маленькие орхидеи, вам в первую очередь нужно понимать именно то, что они слабые. Это слабое маленькое растение, которое выходить достаточно таки сложно. И если вы их получаете почтой для орхидеи, это является стрессом, то большая вероятность того, что вы замучитесь их лечить, восстанавливать и вообще приводить к жизни. Даже если у меня все получится, дай бог будет все нормально, вы посмотрите, глядя на эту орхидею, когда я от нее вообще дождусь цветения. Ладно, рост, бог с ним. А цветение-то когда будет? Может быть, лет через 5? Я не знаю. Хорошо, что вот у этой орхидейки есть воздушный корень, который она пускает извне горшка. Надежда есть на этот корешочек. Внутри там, конечно же, ничего нет. И после покупки я их отсюда не доставала вообще, потому что я не приверженец того, что тем более это маленькое ослабленное растение, брать и вытаскивать. В итоге я получу совсем реанимационную орхидею. Даже сейчас я не собираюсь орхидеи потрошить. Я просто-напросто их попытаюсь отсюда вытащить. Так, я лучше стаканчик-то разрежу. По логике вещей, конечно, их можно отсюда вытащить. Весь мох этот раздербанить, что-то там еще сделать. Но вытащив орхидею отсюда и понимая, что у нее нет корней вообще, вот тут все-таки есть корешочки, то в итоге но даже посадить нечего будет. Корней-то нету, что я буду усаживать в грунт. Я вот даже вот так вот аккуратненько ее, все вот так вот. Не люблю, конечно, вот такие вот процедуры, манипуляции проводить с такими малышатами. Посмотрите,
какая маленькая орхидейка, а какой жирнючий у нее корень нарос. Давайте, что я буду делать? Соответственно, вот эти все корешочки, я их отсюда состригаю. И как вы изначально видите, вот он мох. Я просто-напросто изначально, когда она здесь сидела, я, ну так скажем, пинцетом вытащила вокруг старый ее мох, когда я думала, что он засоленный, и сверху уже, ну даже по периметру вот так уложила вот этот мох. Но орхидейку я просто достаю из вне грунта прямо сейчас впервые. Вот этот корень, он также является здоровым. Вижу, все нормально, корешочек хороший. Вот этот корень, он нарос уже у меня. И новички по незнанию, когда видят, что у орхидеи вот такая плохая корневая, они, конечно, начинают все это вытаскивать, все теребить, и в итоге получается совсем реанимационную орхидею. Так, ребят, делать нельзя. Даже вот то, что я сейчас делаю, это нежелательно для орхидеи. Но выбора у меня другого нет. Я уже все испробовала, что возможно. Вот даже прям держу, как будто на весу. Она такая малюсенькая. И мне сложно ее удержать. Чешуечки все снимаю. Вижу, что под чешуйками сидят корни вот эти, которые хотели раскуклиться. Вот они, видите? Липочки вот эти маленькие хотели. Но силы им для этого не хватает. И с этой стороны то же самое. Смотрю на них, хожу, смотрю. Вот вроде бы стоят на месте, ни живые, ни мертвые. И я, конечно, именно в этот момент понимаю, что орхидеям необходимо, вот прям уже все необходима моя помощь. Если я сейчас что-то с ними не сделаю, ну, они совсем иначе погибнут. Вот так это все зачистила. Все, чешуечек здесь нету. Беру, макаю в фитоловине кисточкой и начинаю промазывать вообще прямо весь стволик. Потому что у меня сейчас посадочка, она будет достаточно влажная. Среда там я сейчас такую и среду влажную устрою, что просто так, без каких-либо препаратов, отпускать орхидейку нельзя, иначе пойдет плесень, и в итоге совсем загублю орхидею. У меня был такой один интересный вопрос недавно на канале. Мне девушка задала о том, Лена, как понимать, в каких случаях необходимо работать по стволу максимом, либо фундазолом, либо какими-то биологическими препаратами. И вот сейчас я могу вам сказать. Пример пока у меня есть, пока я тут сижу с аппаратом, работаю. Вот вы видите, что на шее у меня чисто. Я ничего не зачищала, никакой черноты. Ее здесь нет. Сухо. И на этот момент можно брать биологические препараты, такие как Subtilius bacillus в виде порошка, триходерма вириды в виде порошка, либо фитоловин не разбавленный. Если бы, ну не дай бог, у меня где-то вот в каком-то месте была бы чернота, я бы это все срезала, зачищала, и только лишь потом мне нужно было бы брать уже тяжелую артиллерию в виде Максима, либо фундазол. А Максим или фундазол брать, это уже личное дело каждого. Вы можете любой взять препарат. Я также вот, что под руку попало, либо Максим беру, либо фундазол. Разницы не имеет, и работают они одинаково хорошо. Все, орхидейку откладываю вот так в сторонку, и пусть она у меня просыхает. Переходим ко второй орхидее. И смотрим, что у нее там внутри. Ту же самую манипуляцию я проделывала с орхидеей. Тоже максимально постаралась, не доставая орхидею из грунта, вытащить пинцетом ее старый мох. Он же вообще еще плотно, очень сильно набитый. Я это все пинцетом вытащила. И вот этот мох, его просто-напросто уложила. Здесь, ну давайте, здесь видно, что
Вот он, старый мох, а вот сверху, вот здесь сбоку, только лишь тот самый мой новый. Ну и в итоге-то тоже самая картина. Гниль гниет вот так вот. Тоже все это сейчас я состригаю. Единственный корешочек это вот этот вот длинный. И это та самая надежда на ее дальнейшую жизнь. Столик просто вот тут снизу подстригаю. Вот эти корешочки удаляю. Видите, листик начинает желтеть. Орхидея отсюда берет питание. Потому что корневой ее вовсе нет внутри. И жить-то как-то нужно. За счет чего-то жить нужно. И, конечно, оттуда она все уже берет оставшееся. Все вот эти корешочки, которые здесь ранее были, все плохое, засохшее, гнилое, я отсюда снимаю. Извиняюсь за фокусировку, мне, конечно, сложно работать и при этом что-то вам еще демонстрировать, чтобы было в хорошем ракурсе. Вот корешочек, который здесь был, видимо, какой-то нормальный, я его подчекнула. Не заметила. Такие грехи, да, тоже бывают. Набираю на кисточку фитоловин и все везде хорошенько промазываю, профилактирую от заболеваний, которые могут застигнуть эту больную, ослабленную орхидею. Оставляю ее также на просушку. Сколько-то времени понадобится, минут 15-30, когда фитоловин высохнет. Пока мои орхидейки подсыхают, я приготовлю для них раствор, который будет давать им силу. У меня недавно появился в наличии и вообще в моей аптечке в арсенале вот такой хороший препарат. Я начинаю его тестировать, уже некоторые орхидейки попробовали его и откликаются достаточно таки хорошо. Потом позже запишу для вас видео и покажу. В общем, янтарная кислота, которая содержит при этом хитозан. Как говорит производитель, нам необходимо 2 чайные ложки на 1 литр воды. Но убавляем для орхидей в 2 раза. То есть 1 чайная ложка на 1 литр воды. У меня есть вот такие тоже ложечки, себе прикупила. Написала для себя, что вот 5 миллилитров это 1 чайная ложечка. Прям измерила. Но 1 литр мне много для вот этих двух орхидей. Я буду использовать лишь 2,5 миллилитра на 500 миллилитров воды. Сюда засыпаем. Вот так данный препарат выглядит в виде вот таких дрожжей. И вода должна быть теплая для того, чтобы препарат поскорее размешался. И развожу до полного растворения. Вы, конечно, можете брать янтарную кислоту в любом виде. Я ранее использовала, ну и до сих пор еще использую. Таблетки у меня остались аптечные. Сейчас модно стало покупать жидкий янтарин, который содержит янтарную кислоту. У меня есть просто янтарная кислота, также в такой же упаковке без хитозана. Тоже можете использовать. Но что хочу сказать именно про янтарную кислоту. Вообще, ребят, это отличный препарат-реаниматор, который помогает ослабленным растениям, вот, активирует иммунитет, помогает бороться со стрессовыми ситуациями. Вот у этих двух орхидей, конечно, стрессовая ситуация. Они на грани между жизнью и смертью. И также необходимо им давать вот такие антидепрессанты, адаптогены. Здесь так и написано: эффективен как реаниматор растений при посадке или пересадке. В общем, рекомендую вообще янтарную кислоту в любом виде. Я с янтарной кислотой также работаю, ну, уже на протяжении 7 лет, сколько я занимаюсь орхидеями. Изначально, как у меня пошли фундазол и янтарная кислота, я до сих пор с ними работаю, и, но даже не собираюсь прекращать. Мне нравятся эти препараты.
И хочу вам сказать, чтобы вы тоже, если не пользуетесь, чтобы начали ими пользоваться. Эффект колоссальный, потрясающий. Эта орхидея у меня уже подсохла. Вот, все нормально, препаратик высох. Хочу я усадить их именно вот по такому типу. Такой метод реанимации мне подсказали мои подписчики. Что хочу запечатлеть на данный момент. Пересадка сюда была 29 декабря. Еще месяц не прошел. За это время, если вот так взглянуть, в принципе, орхидейка, ну, сидит, да. Сидит хорошо, ничего с ней плохого не случается. И это, ребят, тоже хорошо. Новых корней каких-то от основания, как говорилось, мох. Видите, насколько выше сидит орхидейка вообще там внутри? Он должен выманивать корни от шеи, от основания. Но я пока ничего здесь нового не замечаю. По крайней мере, что вот эти корни, которые есть, они нормально растут, не гниют, не портятся, все у них хорошо. И тоже думаю, что какая-то посадка, ну какая посадка, здесь прям уже процесс конкретной реанимации должен быть. Никакая посадка им не пойдет. Взяла я для них вот такие закрытые стаканчики одноразовые, 500 миллилитровые. Также на дно насыпаю флору, природный циолит. Где-то буквально вот столько будет хватать. Изначально приготовленный раствор янтарной кислоты я перелью вот в такую бутылочку. Чем же именно так вот я почему-то приловчилась делать, чем же мне нравится данная бутылочка. Вы сейчас все увидите и сами поймете. Опачки. Когда я буду опрыскивать, то вода из данного флакона у меня будет распределяться дисперсно. То есть брызги будут не такие, как из-под дождя и из-под других распределителей, а как пыль. И это очень хорошо, но именно что пыль, она не будет. Вот смотрите, я на примере покажу. Вода ни в коем случае не будет попадать каплями на сам ствол. Все. И водичка здесь уже есть. И никакие лужи, никаких стеков нету. Вот так вот он распыляет. И мне нравится именно такой флакон. Если вдруг вы где-то найдете, обязательно используйте его. Иначе вот те обычные распылители прям льют, как вода. Все попадает в стволы, шеи, и тоже не есть хорошо. Я сейчас беру мох, и вот в этот раствор янтарной кислоты я его сразу буду замачивать. Потому что он у меня идет сухой, а для реанимации мох необходимо, чтобы был влажный. Не мокрый, конечно, что вот как болото сейчас с него все стекает, а именно увлажненный. Буквально немножко отжимаю. Какую-то часть воды, конечно, оставляю для влажности. И буквально немного беру на донышко, его укладываю. Вот так будет достаточно. Когда орхидея будет сидеть ниже в самом кашпо, чем ниже, тем больше влажности на дне. И, соответственно, больше вариант того, что орхидея простимулируется на наращивание корневой системы. У меня вот такой обычный пенопласт. Я ее вот так хочу сюда усадить. Толстенький вышел. Нужно сделать потоньше, чтобы корешочки касались воды. Ну ладно, вот так сделаю. И попытаюсь это все сюда установить. Вот корень. Предполагаю, что он сейчас у меня ляжет на мох. Да, так и есть. Ну, пока шалтай-болтай. Сейчас все это закрепим. И будет все нормально. И по периметру аккуратненько, тоненькими слоями по стенке я сюда устанавливаю мох. Обязательно не нужно, чтобы мох касался шеи.
Корней должен касаться, листьев пусть касается, но ни в коем случае не шеи. Если вдруг мох, прямо вот какая-то частичка мха упала на шею, все, будет провоцировать орхидею на гниль. И так смотрю тоже палочкой, что где поправляю. Если мох куда-то ложится, отодвигаю и укладываю ее вот в такое маховое гнездо. Заодно, ребят, хочу вам сделать рекламу мха, который у меня есть в наличии. Вот такой розовый, натуральный, природный. И посмотрите, какой воздушный мох вы можете приобрести. Это, конечно, не та трухля, которая продается у нас в магазине. Вот такой длинный, замечательный. Жду вас за мхом. Приобретать, и вы будете очень рады такому мху. И, конечно, орхидейки тоже. И по самый верх, вот прям закладываю сюда орхидейка, пусть там сидит, не задохнется, не заглохнет, все нормально с ней будет. Вот так я мох уложила. Именно выше крыши я сделала только лишь мох вот с этих двух сторон, а где листики, ладно, не стала сильно заморачиваться. Этого, конечно, орхидейки тоже будет достаточно. И вот когда усаживаю, я, конечно, обязательно смотрю, чтобы вот здесь мох не касался шеи. Также под листик заглядываю, смотрю, чтобы мох не касался. Под этим листиком тоже заглядываю, нет ли там мха. Если что-то вдруг есть, просто-напросто отодвигаю. Вот так орхидея будет выглядеть. Там внутри она сидит просто лишь-напросто вот в этом моховом гнезде. А снаружи это выглядит ровно вот так. И теперь что я делаю? Я вот этим флаконом просто орхидейку орошаю. Видите, водичка попадает, но она не стекает и в большие капли не образовывается. Итак, лучше всего делать можно вообще каждый день. Янтарной кислотой тоже спрашивают, как часто? Да хоть каждый день. Есть время. Есть янтарная кислота. Ходите каждый день опрыскивайте. Вообще янтарная кислота хранится именно сам раствор 3 суток. Но я никогда не храню растворы. Я не люблю. Вот я приготовила, если даже вот у меня этот раствор остался, я мох отсюда уберу, но зачем воду выкидывать? Вы можете на любую орхидею другую использовать. Вообще на другое любое растение. Все, я слила. Если мне завтра необходим новый раствор, я лучше заведу что-то новое. И буду знать точно, что он сработает. А не сидеть, не гадать, а рабочий он или нет. Поэтому тоже заводите постоянно, каждый раз новое. И то же самое с данной орхидеей. Здесь у меня уже все просохло. Циофлору насыпаю. Циофлору, ребят, также у меня есть в наличии. Приобретайте, не стесняйтесь. Этой орхидейке, конечно, будет намного легче, потому что, видите, у нее есть спасательный, хотя бы единственный, но вот этот корень. У той орхидейки есть 2 корешочка, а этот он еще является у нее активным. И по тому же принципу все то же самое укладываю. Но здесь, что будет здесь? Изначально я вот так вот устанавливаю корешочек. Я, конечно, хочу, чтобы корень уже начал касаться мха. Так, пониже, пониже. Если пониже, то мне надо, значит, мох отсюда убрать. Поменьше, чтобы она тоже находилась в тепличке поменьше дренажного уровня. Вот так. И она у меня будет, да, вот так находиться. Все поняла, что я буду с ней делать. Сижу, соображаю, как же мне быть-то? Да вот так она у меня, в принципе, и останется. Думала, пенопласта, как я ее установлю под попу. А никак. Будет она у меня вот так в воздухе. Ладно, всяко-разно можно хоть как, лишь бы орхидея выжила. Здесь уже не принципиально. Прямо ее устанавливать. Либо косо-накося, икося, всяко-разно. Конечно, она будет находиться повыше, нежели та орхидейка. Ну и ладно. И также посмотрите, ребят, вот этот мох с зелеными попушами. Он еще
Потом в будущем при посадке, если вы в нижний уровень слоя этот мох положите, может быть такая вероятность, что эти попуши, они начнут расти. Все, я сейчас орхидейку просто вот так положу отдыхать, так скажем, на мох. Вот так сверху. И, конечно, чтобы не было того же самого заглыхания, вот здесь же получается орхидея, видите, шея ее, ну, на свежем воздухе находится. А если я сейчас полностью, прям по всему периметру буду укладывать этот мох, вот на эти листья тоже, чтобы мох попадал, маленько утрамбую его, это будет, ребят, чревато тем, что может начать гнить ствол. Орхидея, ствол ее также не должен соприкасаться с водой. И, конечно, мох сильно, вот прям сильно утрамбовывать его не нужно, чтобы именно и единственный корень, который у нее есть, он не заглох, чтобы лучше всего испарялась оттуда влага. Вот так я орхидею уложила. Вот прям я ее положила здесь на мох. Посмотрите, сам ствол, он находится как будто бы на весу. И, конечно, местами попадает мох на шею. Я его палочкой отсюда отодвигаю. И орхидейка, листики именно орхидейки, видите, они лежат на мху. То есть она также будет влагу отсюда получать именно из мха. И вот этот вот корешочек, который есть, вот он наш индикатор роста. Буду смотреть. Если вдруг случится такая ситуация, что мох начнет здесь заглыхать, то я сделаю отверстие. Нормально здесь должно все получиться. Иначе, ребят, никак. Либо мне нужно было бы брать какую-то совсем большую колбу, чтобы этот корень касался воды и влаги, ну, либо оставляю вот так вот, как есть. Сейчас ровно так же этой янтарной кислотой я орхидею на расстоянии дисперсно опрыскиваю. И буду делать это за каждый раз, когда буду к ним подходить и смотреть, что с ними происходит. Видите, водичка как не стекает никуда. Просто-напросто вот так капельки здесь лежат. Подтянула еще немного мох к самой орхидее, но не к стволу. Потому что сижу и думаю, мох он находится маленько вдали. Конечно, влажность она будет, но чем ближе мох будет находиться к самой орхидее, тем больше вероятность того, что начнут быстро расти корешочки. Влага, она всегда имеет такое свойство вытягивать корни из орхидеи. Посмотрим, конечно, что получится. Но я думаю, что у меня получится все хорошо, нормально. Ребят, если у вас есть какие-то предположения насчет реанимации, как бы вы разместили такие деточки, либо у вас есть именно хороший показательный опыт, что не пойми что, писать мне тоже здесь не нужно, если вы вдруг где-то подсмотрели, там в каких-то группах, да на каких-то каналах, я тоже много что смотрю, много чем интересуюсь, но мне необходимо именно знать ваш опыт, как вы их наращиваете, вот таких малышей. И в итоге к чему я пришла? Почему такая ситуация с этими малышатами 1,7? А просто лишь потому, что они из теплицы, когда их забирают, но их забирают вот в таком вот маленьком размере, это слабые, не окрепшие орхидейки. У них буквально, ну сколько там, пару корешочков, вот даже те корни, которые сейчас есть, вот с такими корнями их из пробирки вытаскивают, начинают уже усаживать в посадочный грунт, начинают отправлять, продавать. И несмотря ни на что, как орхидея будет жить, как она будет расти, а смогут ли с ней справиться. Мы-то понятно, что покупаем орхидеи за сорт, но мы также хотим и получить здоровую, хорошую орхидею. Но мне не повезло. Честно скажу, что мне не повезло в плане того, что и продавец оказался бессовестным. Я вот эту орхидею покупала в размере 2,5. Вот скажу, как есть. А в итоге-то вы посмотрите, какая орхидея. Я тоже, когда ее увидела, я спрашиваю продавца, это реально размер 2,5? Мне ответили да. Я ей показываю в сравнении. Вот вы видите одинаковые орхидейки.
Одинаковый размер 1,7. Тут на 2,5 абсолютно никак не тянет. Нет, это 2,5. Ну ладно, что ж, я спорить не стала. Вам, наверное, будет виднее. Так что, когда вы покупаете, приобретаете орхидеи, изначально обращайте внимание вообще, что вы покупаете. Если вы хотите малышей и хотите прям потом морочиться и что-то лечить, что-то восстанавливать, что-то делать, покупайте, имейте такой опыт. А если вы хотите уже сразу иметь здоровое растение хорошее, нормальное, тогда и покупайте здоровое в размере 2,5, 3,5, либо совсем уже действительно здоровую орхидею. И перед тем, как вы покупаете, обязательно у продавца спрашивайте фотографии перед отправкой. Также фотографии перед отправкой я просила. И я видела, что эти орхидеи слабые. Но я там до того замучила, я же сама продавец. Я, в принципе, знаю, что такое орхидея хорошая, как она должна выглядеть. На что мне продавец также ответил. Я ее замучила прям реально. Столько много было вопросов, столько много было у меня придирок к этим орхидеям, потому что я много раз ранее заказывала такие орхидейки, получала ровно вот такую ситуацию. Долгое время, там, не знаю, года 2-3 я их вообще не покупала. А все лишь потому, что я знала, насколько тяжело бывает бороться за их жизнь. А порой приходится действительно бороться за их жизнь. И я этого никак не хотела. Ну, не знаю, что здесь у меня снизошло. Я вновь их прикупила, этих малышат. Думала, что все будет нормально. Мне продавец продаст нормально корневой системой с хорошей. Но изначально я, увидев и сказав об этом продавцу, она мне ответила: ну, что вы хотели? Нам их такие орхидейки вот в таком размере, там, не знаю, с такой корневой системой поставляет поставщик. И нам же необходимо эти орхидеи куда-то девать, куда-то продавать. Буду, конечно, продолжать их восстанавливать и реанимировать. Пожелайте, ребят, скорейшего им восстановления. Пусть все у них будет хорошо. По возможности, конечно, через день, да каждый день желательно опрыскивать какими-то стимулирующими препаратами, которые дают им жизненные силы на восстановление. Так просто обычно водичка мы уже отделаться не сможем. Им необходимо откуда-то из чего-то из махажа обычного, они не могут брать полезные вещества, которые им помогут в восстановлении. Поэтому мы сами какими-то различными препаратами их будем стимулировать. Также хочу ваше внимание обратить именно вот на этот корешок. Изначально, как мы помним, это воздушный корень. И мне сейчас нельзя ни в коем случае содержать вообще эту орхидею в болоте. То есть мне не нужно, чтобы мох был прям максимально мокрый, влажный. Он может быть, конечно, влажный, но не должен быть мокрый, как губка, чтобы с него текла вода. Чтобы не загноить этот корень, и чтобы он постепенно привыкал вообще к самой воде, потому что он никогда ранее не видел воду, и работать прям в мокрой среде этот корень не приспособен. Поэтому аккуратненько, вот так, как у меня сейчас есть мох, слегка влажный, слегка мокрый, так делать можно, но не болото. И видите, сам корешочек, он лег на дно циафлоры. Также буду стараться, чтобы циафлора сильно прям в воде. Это же у нас уровень дренажного слоя, его можно содержать в воде, но у нас здесь корень лежит воздушный причем. Поэтому именно это место ни в коем случае водой не заполняем. Только лишь стараюсь опрыскать, скорее всего, я буду мох опрыскивать, увлажнять именно мох, ну и, соответственно, циафлора будет немного увлажнена, но, по крайней мере, в воде и в болоте она находиться не будет. Всем спасибо большое, ребят, за просмотр. Всем пока.